Теперь можно и вздохнуть. Сработало. Ты только что переварил, негодяя. Внутреннее пространство 1987 года, другое название «Внутренний космос» Inner Space, фантастическая комедия режиссера Джо Данте, получившая Оскар за лучшие визуальные эффекты. Авторы картины показали, каков внутренний мир человека с такой достоверностью, какую трудно воссоздать, особенно с тем уровнем развития технологий. В конце 80-х и начале 90-х выходило очень много как просто фантастических фильмов, так и научно-фантастических. Но «Внутренний космос» 1987 года занимает среди них особенное положение. Помимо того, что в фильме присутствуют просто невероятные для того времени эффекты, интересный небанальный сюжет и приключенческая атмосфера, которые заставляют наблюдать за происходящим, просто открыв рот, в фильме есть еще и нотки прогрессивности. Согласитесь, что мало фильмов, где террористы заинтересованы в нанотехнологиях. Обычно это картонные злодеи, которые хотят ядерных бомб, да побольше. Не самый оригинальный сюжет фильма «Внутреннее пространство» 1987 года, истории с уменьшением, довольно избитая тема, с лихвой компенсируется отличной актерской игрой и превосходным юмором. Для поколения 70-х, 80-х это один из тех культовых фильмов, которые смотрелись на одном дыхании и сюжеты которых многократно пересказывались менее удачливым товарищам. Тем, кто Inner Space 1987 года видел, настоятельно рекомендуется пересматривать. Всем остальным смотреть обязательно, постаравшись забыть о спецэффектах Marvel, они, конечно, зрелищнее. Но раньше снимали фильмы о людях прежде всего, а технологии были лишь второстепенным атрибутом. Мне стыдно быть таким маленьким. Что в этом плохого? Ты же когда-нибудь вырастешь. Играй с ним, но про себя. Кто это? Неважно. Фильм «Внутреннее пространство. Актеры и роли». Деннис Куэйд, лейтенант Так Пендлтон. Мартин Шорт, Джек Паттер, помощник менеджера в супермаркете. Мэг Райан, Лидия Максвелл, репортер, подруга Така. Кевин МакКарти, Виктор Скримшоу. Фиона Льюис, доктор Маргарет Кенкер, помощница Виктора Скримшоу. Вернон Уэллс, мистер Айго Киллер. Роберт Пикардо Ковбой, покупатель новых технологий. Венди Шааль, Венди, продавец в супермаркете. Джон Хора, Оззи Уэкслер, сотрудник лаборатории. Харальд Сильвестр, Питер Бленчард, бывший коллега Така. Уильям Шалерт, доктор Гринбуш, лечащий врач Джека Паттера. Генри Гибсон, мистер Вармвуд, менеджер супермаркета, где работает Джек. О, нет. 128 тысяч долларов? А я не ношу при себе столько денег. На протяжении всего фильма «Внутреннее пространство» мы оказываемся вовлечены в увлекательное путешествие уменьшенного в размере пилота в теле обычного продавца супермаркета. Все действие наполнено отменным юмором и веселыми шутками. Кроме того, оригинальным образом обыгрывается и любовная линия. Одной из главных тем фильма является переосмысление себя. Это показано на примере обоих героев. Один является талантливым и смелым человеком, который страдает алкоголизмом и не может разобраться в личной жизни. А у другого огромные психологические проблемы с уверенностью и самооценкой. Молодой Деннис Куэйд неподражаем в своем очаровании и умении вызвать улыбку у любого зрителя. Мартин Шорт воплотил образ парня-ипохондрика, которому и так не хватает самооценки, а тут еще такие события закрутились, что стало толчком для открытия в себе уверенности и смелости. Вперед, Джек, в атаку! А, Джек, входи без стука. Ну-ка врежь, скотине! Джек! Украшением актерского состава является несравненная Мэг Райан, которая покоряет своей внешней привлекательностью и шармом. Это трио играет просто бесподобно. На съемочной площадке фильма «Внутреннее пространство» познакомились Деннис Куэйд и Мэг Райан. В 1991 году они распишутся, и их брак продлится до 2001 года. В роли сотрудников лаборатории, в которой героя Денниса Куэйда уменьшают, выступили самые настоящие сотрудники одной из лабораторий. Как заявил руководитель группы спецэффектов Питер Куран, клетки за бортом миниатюрной капсулы были сделаны из желе. В роли Айго вначале сняли режиссера Луку Берковича, однако авторы фильма решили, что на злодея он не тянет по физическим параметрам, и его сменил Вернон Уэллс. Пытаясь поднять дух Джека, чтобы тот выпрыгнул из фургона на ходу, так 3 раза повторяет Нэм Миоха Рэндж Кио. Это мантра Нитирен Эсью, одной из основных буддийских школ Японии, принадлежащей к направлению Махаяна. Пока идет процесс уменьшения Така Пендлтона,
На одном из мониторов в лаборатории можно увидеть шестигранники, 2 сверху, 3 снизу. Это эмблема засекреченного проекта армии США в фильме Ричарда Флайшера «Фантастическое путешествие» 1966 года. На роль Джека Паттера рассматривались кандидатуры Мела Гибсона и Робина Уильямса. Старайся успокоиться. Ковбой, прекрати! Не надо! Я пошутил! Сюжет фильма «Внутреннее пространство». Так Пендлтон, его играет Деннис Куэйд, бывший летчик, первый человек, над которым будет проведен эксперимент по миниатюризации. Его помещают в капсулу, уменьшают до микроскопических размеров и должны ввести в тело лабораторного кролика. Но во время эксперимента в лабораторию врываются террористы. В последнюю секунду руководитель группы ученых доктор Оззи Уикслер, роль сыграл Джон Хоррор, успевает схватить шприц с уже миниатюризированным Пендлтоном и убежать. Спасаясь от мистера Айго, роль исполнил Вернон Уэллс, члена террористической группировки. Оззи забегает в супермаркет и перед смертью успевает вколоть содержимое шприца сотруднику этого супермаркета Джеку Паттеру в исполнении Мартина Шорта. Джек – неуверенный в себе человек. Этим и пользуются окружающие. Директор помыкает им как хочет. Девушка Венди, ее сыграла Венди Шааль, откровенно заявляет, что ей он нравится, но она постоянно спит с другими. Лечащий врач не скрывает, что Джек – основной источник его доходов. В момент ввода препарата в Паттера Пендлтон теряет сознание. Очнувшись, он пытается восстановить потерянную, как он полагает, связь с лабораторией, применив электромагнитный ускоритель. У Джека случается нервный срыв, и его отправляют домой. Тем временем так Пендлтон подключается к глазному нерву и среднему уху Паттера и кратко обрисовывает тому ситуацию. Джек едет в лабораторию, где выясняется, что для миниатюризации нужны 2 микросхемы. Одна находится в капсуле, вторую похитили террористы. Дубликатов нет, а к тому времени, как их изготовят, Пендлтон уже будет мертв. У него кончится кислород в 9 утра следующего дня. Тогда так через Джека находит свою подругу, журналистку Лидию. Ее сыграла Мэг Райан, которая связывает произошедшее похищение микросхемы с приездом в город спекулянта краденными технологиями по кличке Ковбой в исполнении Роберта Пикарда. Лидия и Джек, выследив ковбоя, вырубают его, и Пендлтон проводит электронную стимуляцию мускулов лица Паттера с тем, чтобы тот стал копией ковбоя. Лже-ковбой встречается с главарем Виктором Скримшоу. Роль сыграл Кевин Маккарти для передачи микросхемы. Но Скримшоу раскрывает подмену, и преступники отвозят Джека и Лидию в свою лабораторию и вводят в Паттера миниатюризированного Айго, чтобы он уничтожил Пендлтона и добыл вторую микросхему. В результате поцелуя Джека и Лидии так переходит в ее тело и обнаруживает, что Лидия беременна. Лидия, угрожая преступникам оружием, освобождает Паттера. Они забирают искомую микросхему и уменьшают всех находившихся в лаборатории. После повторного поцелуя Так возвращается в Джека, где его уже поджидает Айго. Таку удается взломать капсулу с ним, и злодей растворяется в желудочном соке, превращаясь в скелет, перед этим изрядно потрепав капсулу Пендлтона. Джек и Лидия едут в лабораторию, где Пендлтона выводят из Паттера и увеличивают. Так и Лидия женится. Джек, присутствующий на венчании, узнает в шофере лимузина, увозящего молодоженов в свадебное путешествие, ковбоя, и уезжает за ними вдогонку, предварительно сообщив присутствующим, психиатру, что он здоров, начальнику по работе, что он уходит, девушке, что с ней он встречаться не намерен. Что происходит? Где ваши вещи? У меня их нет, ты все знаешь, если прочел записку. Да, прочел. Очень благородно уйти без вещей. Я здесь не живу. Зашла на ночь? Заткнись. Фильм «Внутреннее пространство» — это ностальгическое путешествие в один из лучших периодов мирового кинематографа, незабываемые 1980-е. Атмосферная, увлекательная, веселая и легкая научно-фантастическая комедия, раскрывающая понятие дружбы и любви. Картина производит положительное впечатление и дарит море позитивного настроения. Самое главное, фильм «Внутреннее пространство» добрый, что чувствуется в каждой его минуте. Даже злодеи и те не представляют большой опасности, мотивы их не столь глобальны, как это принято сейчас у отрицательных героев. Это выглядит оригинальнее, чем очередное спасение человечества от рук некоего маньяка, мечтающего об установлении повсеместных анархий и разрушений. Как говорится, будь проще, и люди к тебе потянутся, к твоему внутреннему пространству. Старик, надо поговорить. Не надо. Что не надо? Говорить. Нет, надо. Надо. Что? Поговорить. Ну, если вам хочется. Я нахожусь внутри тебя, внутри твоего тела.